Здравствуйте, уважаемые товарищи. Меня зовут Чулдошев Тулюмбай. Сегодня я начинаю цикл передач о пятитомном романе «Манас», написанного мною на русском языке по варианту Сагынбая Оразбакова. Как вы, наверное, знаете, может, слышали, эпос «Манас» является величайшим кыргызским эпосом. Он включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО как величайшее творение человечества. И это действительно так, потому что эпос «Манас» по своему объему превосходит все известные доселе эпосы, другие произведения. Он включает в себя 500 тысяч стихотворных строк. Если посчитать, что в каждой книге имеется 42 строки, то 500 тысяч строк составляет около 12-13 тысяч страниц. А сами понимаете, 12-тысячная страница – это минимум 35-40 томов книги. И вот этот эпос, что самое удивительное, киргизский народ, наш народ, не записывал нигде. Хотя наши предки в свое время имели свою письменность, так называемое чагатайское письмо, в силу ряда обстоятельств они были потом лишены своей письменности. Поэтому все свои самые лучшие произведения, они передавались из поколения в поколение в устной форме. И среди них самым крупным является трилогия «Эпос Манас». Он включает в себя 3 части. Это первый Манас, Семетей и Сейтек. Семетей является сыном Манаса, а Сейтек его внуком. Ну, кроме этого, в настоящее время по варианту нашего великого соотечественника, проживавшего в Китае, Юсупа Мамая, известно сейчас еще продолжение эпоса «Манас» о 5 отпрысках Манаса. То есть в общей сложности, значит, сейчас по варианту Юсупа Мамая эпос «Манас» состоит из 8 частей. Ну, кроме этого, кыргызского народа имеется еще 23 так называемых малых эпосов. Это такие как Эртештюк, Курманбек, Коджаджаш и другие. И вот все эти большой эпос, это у нас Манас, а малые эпосы из поколения в поколение наши сказители монаши передавали в устной форме. Представьте, 500 тысяч строк, они наизусть, это значит 35-40 томов книги, они учили наизусть, без всяких, значит, тетрадей, без всяких конспектов. Вот. Учителя, наставники учили своих учеников, и те дальше продолжали сказительское мастерство. И вот сквозь глубину веков до нас таким образом добрался эпос Манас и остальные малые эпосы.
И вот на основании этого эпоса «Манас» я написал 5-томный роман. Вот, можете посмотреть, это на киргизском языке 5-томный роман мною написан, затем издан и сейчас распространяется. Кроме этого, я открыл специальный интернет-сайт «Эпос Манас», где выставил на продажу электронную версию своей книги. И затем я, чтобы еще больше распространить эпос Манас по всему миру, сам перевел этот свой 5-томник на русский язык. И все эти книги, русскую версию, киргизскую версию, я провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки нашей республики. И эти книги включены в учебную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного материала. То есть они прошли соответствующую проверку. Ну, в следующей передаче я еще расскажу о том, почему я выбрал именно вариант Сагымбаева, Оразбакова, сколько всего их у нас имеется вариантов, ну и все другие подробности написания романа я расскажу в следующий раз. Я собираюсь теперь каждый день выходить в эфир своего интернет-канала, рассказывать вам об эпосе Манас, ну и, соответственно, об истории кыргызов, потому что Манас – это энциклопедия кыргызского народа, который вобрал в себя весь многовековой путь нашего народа. И, значит, кроме этого, я собираюсь читать, значит, отрывки моего перевода романа на русский язык. Так я начинаю свою читку. Эпос Манас по варианту Сагымбая Оразбакова. Глава 1. Поражение кыргызов от Алоке и их изгнание из Алатау. Как стали кыргызы кыргызами, приобрели имя свое, пришлось им немало веков провести, с несметными полчищами врагов сразиться, преодолеть множество гор и хребтов. Ради свободы и независимости народа многие храбрецы не пожалели своих жизней. Если обратиться к делам давно минувших дней и преданиям старины глубокой, занимаемые кыргызами земли испокон веков простирались от священного от Алато до Эрена, от Инисая до Арола и Тибета. Народом Инисая 40 лет правил хан Мамай. При нем количество его подданных достигло 40 племен. У него было 5 жен, но ни одна из них не принесла ему ребенка. Тогда хан женился на многодетной вдове. Она родила ему долгожданного ребенка мужского пола. На радостях счастливый отец дал ему имя Бодоно. После смерти отца Бодоно стал ханом и правил народом. От Бодоно родились Ботой, Бойон-хан, от Бойона Чаян-хан, от Чаян-хана Карахан, от Карахана Орозду. При Орозду кыргызы особенно разбогатели и жили припеваючи. Орозду имел 5 жен и 10 детей. От старшей жены родились Чакып и Шигай, от второй Катаган и Каткалан, от третьей Чамгырчи и Балта,
от 4 Касиет и Калка, от 5 Текечи и Кызылтай. Когда в определенное роком время Орозду покинул этот бренный мир, на долю кыргызского народа выпало тяжкое бремя. В то время злейшие враги кыргызов, Каракитай и Калмаки, находились в городе Нарыне под властью хана Алоке. Весть о кончине Орозду настигла его, когда он был занят покорением Самарканда и Анджирана. Ни минуты ни медля Алоке с несметными полчищами под громкие звуки труб и оглушительный грохот барабанов нагрянул на землю Таласа. Стрелы летели градом, день превратился в ночь, все заволокло кругом. В воздух взвились облака пыли, копья ударялись об копья, людские головы стучались друг об друга, передние ряды воинов сминали людей, а задние обрушились на всех, как сель. Не дай Бог кому-либо пережить такое. Старшему сыну Орозду Чактыпу было 15 лет, а его младшие братья были и того моложе. Поэтому некому было возглавить кыргызов и оказать врагам достойное сопротивление. Наполнив землю Таласа плачем и кровью, калмаки беспощадно истребили самых лучших кыргызских воинов. Уцелевшие были вынуждены спасаться бегством в горных лугах, оврагах и лощинах. В аилах остались сгорбленные старики да малые дети. Все имущество, оплакивающее свою незавидную долю кыргызов, подверглось разграблению, а сами они неизмеримым страданиям и унижением. Красивые девушки и молодухи с плачем были уведены в качестве добычи в неволе, и никто не смог их защитить. Если Орозду Баатыр не умер, нам не пришлось бы увидеть столько горя. Такие громкие стенания слышались со всех сторон. Над Таласом опустилась темная ночь, окутанная с мрачным черным дымом. Добившись полной победы, враги обложили кыргызов тяжелую дань, стали забирать его золото. Если кто-то не мог ее найти, забирали его скот. При недостатке скота убивали людей. Оказывавших сопротивление жестоко избивали и угоняли в рабство. Синее знамя на сторожевой башне было сожжено, а ставка хана Орту полностью разгромлена. Казну, которую собирали несколько поколений кыргызов, разграбили враги. Хранившиеся веками старинные рукописи, бичики, китайские монахи предали огню. Пусть кыргызы лишатся знаний и останутся неграмотными, невежественными. Только наш народ на свете должен быть просвещенным, решили они. Велев разыскать в горах валуны с древними письменами, монахи волами оттащили их к глубоководным рекам. Затем они утопили валуны, чтобы от них не осталось никаких следов. Желтоглазый, узкоглазый, среднего роста, с обвисшим животом хан Алоке, приехав из Бежина, стал всемогущим и всесильным владыкой. Его гнев был подобен ярости дракона. Когда дети слышали, что придет Алоке, они переставали с перепугу плакать. Ибо, если он разгневается, быть в большой беде. Провинившегося Алоке сравняет с черной землей, пришедшего к нему достанет бесконечными придирками. А если по-настоящему разозлится, прикажет слугам избить. Страшный в гневе, будучи в ханском чине, подвергать избиениям подданных, извечная забава Алоке. Довольный своей победой над кыргызами, Алоке после сытного обеда отдыхал в Анджияне в одной из комнат своего дворца. В это время к нему пришел высокий, тощий, шелтолицый монах Иран-Кудук, одетый в черный халат и синие сапоги. На голове него красовалась остроконечная синяя монашеская шапка. «Вы вызывали меня, мой хан?» – поклонился своему повелителю монах. «Вызывал», – сурово посмотрел на Иран-Кудук Алоке. «Какие есть новости? Что говорят о нас побежденные кыргызы?» «Все в порядке, повелитель», – подобострастно ответил монах. «После поражения они совсем пали духом, совсем не смеют поднять на нас глаза».
Да, все именно так, горделиво ответил Лауке. Эти негодяи, киргизы, буруты, во времена хана Орозды совсем обнаглели от богатства. Скот заполонил землю, их род разросся 90 тысяч юрт, и катались кыргызы, как сыр в масле. Ваша правда, мой хан, кыргызы жили счастливо, старухи у них не смотрели на масло, а невестки брезговали сметаны. Кто сумел разгромить таких сильных врагов? Я. Нет на свете другого такого могущественного хана, кроме меня, самодовольно произнес Алоки. Истину глаголите, повелитель. Наш народ доволен судьбе давшего ему такого великого, мудрого правителя. Пусть ваше могущество еще больше увеличит. Живите 1000 лет, благодетель у наш. И изо всех сил расхвалил хана Иран-Кудук. Услышав такую грубую, неприкрытую лесть, Алоке довольно рассмеялся. А ну, монах, если ты от души сказал такие приятные слова, тогда присаживайся, отведай кумуса, великодушно предложил он. Благодарствую, повелитель, поблагодарил Иран-Кудук и уселся напротив Алокея. Он вежливо пригубил кумус из голубой чашки и поставил его на место. Алоке также не спеша выпил 2-3 глотка и снова обратился к Иран-Кудуку. «Как ты думаешь?» – спросил он почтительно наклонившись в его сторону монаха. «Покорились ли полностью нам кыргызы, жившие в таком довольстве и счастье? Смирятся ли они со своей горькой участью и не будут ли оказывать нам сопротивление?» Недолго задумавшись, Иран-Кудук отрицательно покачал головой. «Нет», – ответил он, – «кыргызы не тот народ, который может полностью подчиниться другим. Они обязательно попытаются отомстить нам, взять реванш». «Верно говоришь, монах», – согласился Локи. «Они проиграли нам из-за того, что не были дружны и не действовали слаженно. Каждый из них мнил себя ханом Орозду и не слушал других. Отделившиеся волки сидят», – рассмеялся Иран-Кудук. «Но если эти проклятые буруты будут вместе жить, в один непрекрасный день могут подняться против нас. Поэтому необходимо расселить их в разных краях. Кыргызам нет здесь места, мой хан». «Чепуха», – беспечно ответил Алоки. «Я уничтожил всех видных джигитов-бурутов. У них остались одни дряхлые старики, да дети малые. На кыргызов нагнан немалый страх. Пока они придут в себя и осмелятся выступить против меня, пройдет минимум 10-20 лет». «Береженного Бог бережет», – не унимался Иран-Кудук. «Лучше расселить их по разным местам, повелитель». «Нет, пока нет необходимости предпринимать такие шаги». Ну вот, уважаемые товарищи, наша передача подошла к концу. До свидания, до новых встреч.